Первое, что вам нужно сделать, чтобы воспользоваться пробным периодом, это создать личный кабинет. Нажимаете кнопку «Попробовать 1 месяц бесплатно» или кнопку «Вход», и вам нужно будет авторизоваться через свой аккаунт в Google. Нажимаете кнопку, выбираете ваш аккаунт. Обращаем ваше внимание на то, что сервис верифицирован YouTube и Google. Он не собирает ваши данные и полностью безопасен. Происходит авторизация. Здесь мы видим, что Google предоставляет сервису Creator Tools только адрес почты, фото профиля, если он у вас есть, конечно, и языковые настройки. Это полностью безопасно. Здесь вы видите название и фото вашего канала. Вот название, вот фото. Канал на корейском, поэтому здесь иероглиф. А также вы видите все ваши видеоролики. Давайте добавим переводы к одному из них. Например, к этому. Видите, здесь только один язык, отсутствуют субтитры. Например, все 143 языка. Здесь вы можете выбрать то количество языков, которое вам нужно. Ну, или же для вашего удобства у нас еще есть подбор 70 популярных языков на основе использования сервиса всеми блогерами, 90 популярных языков и 170. Я хотел на 143, но теперь, показав вам этот фильтр, я думаю, что переведу на 70. Итак, мы выбрали 70 языков. Здесь же также есть еще и другое меню, ваши сохраненные языки. Вы можете создать свой собственный список, сохранить его, и вам не надо будет каждый раз нажимать здесь галочку ставить напротив нужного языка. Далее есть меню с настройками перевода. Количество переводов. Мы здесь расставляем галочки, если мы хотим перевести субтитры. У некоторых нету субтитров или они не хотят переводить, поэтому на ваш выбор. Включая хэштеги, аналогично. Иногда не хочется переводить хэштеги на разные слова, и поэтому эта опция выбирается вами. Мы можем перезаписать. В том случае, если вы сделали какой-то перевод или внесли неправильный, или внесли изменения после публикации, видите, что нужно перезаписать название. Включаете эту галочку, и система перезапишет. В противном случае система будет смотреть, какой язык не переведен, и просто допереведет на этот язык. То есть, например, если вы выбрали 70 языков, а потом вспомнили, что вам надо перевести еще на 3, вы выберете этих 3, и вместо 73 языков будет переведено дополнительно только 3. Также можно не переводить выбранный. Здесь бывает иногда, что нужно какой-то текст экранировать. Поэтому мы расставляем квадратные скобки, двойные, прячем туда текст. И за этими квадратными скобками текст останется неизменным. Как в этом примере, что мы здесь оставили название сервиса Spotify, название сервиса Deezer, и эти все элементы не перевелись, остались без изменений. Также есть AI-переводы. Здесь подключается другая нейронка. Используется под капотом нейросети, но они все разные. И в некоторых случаях может показаться, что другая нейросеть более удобна. Вы можете ее подключить. Вот эти языки поддерживаются. Здесь не все языки поддерживаются этой нейронкой. И перевод будет идти дольше. Иногда может доходить даже до 2 минут. Итак, мы с вами все настроили. Пойдемте выберем видео, которое мы хотим перевести, вот это. И нажимаем кнопку «Перевести видео». Во время перевода будет всплывать окошечко, где у вас будут подсказки и интересные факты из YouTube. После перевода, как вы видите, он практически мгновенен, там 10 секунд, 5 секунд, когда как. И все доступно. В всплывающем окне у вас будут ссылки на вашу творческую студию к видео с переводами. Можем зайти. Видите, появились все языки, на которые мы перевели 70. Так как субтитров не было, они не переведены, но если вы их загрузите, здесь будет точно так же перевод субтитров. В самой студии YouTube мы видим количество переводов. Для этого надо зайти в меню «Субтитры», и вы увидите, на сколько языков переведено ваше видео. Таким образом, не зная даже языка, можно создавать контент в любой локации для любой страны. Ну и в нашем примере вы видите, что это у нас корейский. Также у нас в кабинете Creator Tools существует связь с нами. Нажав на эту кнопочку, вы можете попасть в чат-бот и задать вопрос в техподдержку. Друзья, пробуйте сервис, создавайте крутой контент, а мы поможем его продвижению по всему миру.